Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на ваши отношения. Давайте разберемся, что же в них происходит, почему мужчина так себя ведет. Посмотрим на всю ситуацию в целом. Так, сделаем на две позиции. Пока загадываем. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Итак, давайте начинать с единичек. Двоечек пока спрячем. Так, сигнификация нашего мужчины. Вы знаете, очень сильный любитель перемен, да, и каких-то скачков. По своей сигнификации, знаете, мужчина такой по жизни отшельник, скажем так. Постоянно куда-то уходит, постоянно возвращается в место, с которого ушел, скажем так. При этом меняет часто работы, да, то есть пришел на одну, это ему не понравилось, ушел. Либо не понравились люди, тоже как бы ушел. Нет постоянства, да, нет постоянства, нет стабильности в этом мужчине. По характеру, знаете, очень такой переменчивый, да, вроде бы одно наобещал, на деле это не выполняет, обещает совершенно другое потом, да, и в итоге все как бы люди, которым он что-либо обещал, остаются ни с чем, потому что он ничего совершенно не считает нужным, скажем так, делать, да, и свои обещания исполнять. При этом, знаете, считает почему-то, что каждому достанется именно то, что он заслужил, да, но такое ощущение, что данное правило к данному мужчине совершенно не относится, да, потому что он, такое ощущение, делает, что хочет и живет, как живет, да, то есть при этом нету каких-то моральных устоев также, да, и не считает нужным исполнять все-таки свои, обещания, да, то есть мужчина, можно назвать его трепло, вот честно вам скажу, то есть здесь вот по характеристике именно такой. Так, давайте посмотрим, что же он думает о ваших отношениях. Знаете, он считает их очень проблемными, я вам так скажу. Он себя в них ненавидит, да, то есть здесь есть ненависть, особенно когда он смотрит в зеркало на самого себя, да, он прямо, себя не любит, да, не любит, как он выглядит, не любит то, что происходит, да, то есть ему вот как-то плохо, понимаете. И тоже он считает об этих отношениях, что, знаете, они, в принципе, ему такое ощущение, навязаны данные отношения с вами, да, он их совершенно не желает, да, и никогда не желал. И это просто он тащит за собой очень такой большой сгусток каких-то проблем, понимаете. При этом откуда ненависть, да, у него? Ненависть именно, из-за комплексов, да, и ведет он себя так, судя по сигнификации, именно из-за того, что скорее и в детстве его не особо любили, да, то есть как-то его, может быть, шпыняли другие ребята, и, в принципе, люди, да, и здесь вот образовался такой комплекс неполноценности, скажем так, отсюда его вот это метание, не пойми, куда он хочет идти, да, не понимает, что происходит в отношениях, зачем ему отношения, да, и считает себя, в принципе, жертвой обстоятельств, да, это можно сказать про данного действительно мужчину. При этом, видите, хочет казаться денежным королем, да, очень таким действительно стоящим мужчиной, который все может, который все знает, но, увы, это как бы не про него, да, это все маска, которую, кстати, у него совершенно не получается на себя как бы надеть, понимаете, эту маску. Так, что же у него в чувствах? В чувствах почему-то денежные проблемы, понимает, что не сможет вытянуть семью, что не сможет вытянуть вас, да, в принципе, эти отношения. Но, есть всегда но, есть страсть, вы ему нравитесь, да,
То есть хоть он и считает, что отношения ему не нужны, что он как бы лучше бы не более серьезные шел отношения, да, именно краткие ему больше подходят. Здесь мужчина, знаете, испытывает к вам действительно влечение, страсть присутствует, и также, знаете, есть какие-то даже завистники, на которых он смотрит, да, то есть у вас на самом деле есть еще мужчины, которые на вас смотрят, которые действительно за вами как бы приглядывают, скажем так, и хотят тоже с вами отношений, но и они не понимают, почему данному мужчине достались именно вы, да, то есть есть такая зависть именно от других людей, и данный мужчина ваш это понимает, и здесь как бы идет, видите, такая вот все равно неприязнь, да, он не знает, что с этим делать, не был в такой ситуации, в принципе не понимает, зачем подписался на, знаете, вот эти вот длительные отношения, вот, поэтому здесь вот такая интересная ситуация, но чувства, они есть, понимаете, они действительно есть это влечение, просто из-за его вот этого комплекса неполноценности он не может, понимаете, себя проявить, да, стать вот именно полноценным мужчиной, человеком, который сможет и заработать, который сможет и как бы обеспечить, да, и в принципе показать любовь. Так, что же он показывает внешне? Как ведет себя с вами? Знаете, как действительно мужчина, который влюблен, да, то есть здесь есть проявление любви, проявление нежности, а также есть запутанность, но это все относится, знаете, к его душе скорее, к его мыслям, к его недовольству, да, и непониманию жизни, да, в целом отношений. Но что касается вас, да, конкретно, старается для вас очень многое делать, да, все свои как бы денежки последние тоже отдает, то есть, ну, здесь есть действительно влюбленность, понимаете, очень сильная, хоть он это и старается не признавать и как-то отталкивать, понимаете, но в действительности здесь он показывает, что хочет быть с вами, хоть он и совершенно не готов к серьезным отношениям, не готов он к браку, не готов он к семье, да, не готов ни к каким детям, тем более, да, то есть здесь мужчина просто потерянный, да, и действительно все идет, видимо, из далекого его прошлого, да, и просто ему как бы никто не подсказал, никто не помог, и он всегда был один. Ну, мужчина-отшельник, понимаете? То есть здесь он попросту один-одинешенек, и никто ему не помогает. Но к вам чувство у него самое, что ни на есть, настоящее, понимаете, можно сказать. И помимо страсти действительно просвечивается нежность, да, любовь, и действительно теплота, понимаете. Так, давайте посмотрим скрытый фактор, что не видно в этих отношениях, да. Какие-то подводные камни посмотрим. Знаете, интересная такая ситуация у нас вырисовывается. Из подводных камней мужчина, оказывается, не всегда был таким, каким вы его сейчас видите. Кто-то его, знаете, принизил психологически, стало ему тяжело, и он не оправился от этой ситуации. Да, то есть на самом деле мужчина-то щедрый, во-первых, да, то есть не жадничает совершенно, хоть он и мало зарабатывает, но отдает все. Просто ему не повезло с окружающими его людьми в его, знаете, более такой, ну, прошлый период времени, скажем так, когда он был и ребенком, да, и подростковый возраст, то есть это у него идет прямо из далекой такой вот жизни, да, скажем так. Его сильно гнобили, он совершенно не знал, что с этим делать, и поддержки у него не было ни от кого. Он, если честно, такое ощущение, вырос совершенно один. Если, знаете, не ошибаюсь, он может быть даже без родителей рос.
Да, то есть здесь вот такая ситуация, что человек очень одинокий, и по этой причине он вырос именно таким, понимаете? То есть скорее у него не было родителей, да, ну, вернее, были, но его как бы оставили, можно так сказать. Поэтому было это как бы, есть одиночество у него очень сильное. А здесь, судя по тому, что идет скрытого, да, вот действительно тот настоящий он, да, который задавлен сейчас, который именно вот подавлен, и который никак не может выйти наружу, понимаете? То есть это про данного действительно мужчину, то, что скрывается, да, и то, что, я бы сказал, даже необходимо у него все-таки открыть, чтобы он стал другим совершенно человеком, которым он есть на самом деле. Так, давайте посмотрим ближайшее будущее. Знаете, может быть у него срыв, да, то есть может не выдержать наплыва вот этих всех эмоций, и может возникнуть у него боязнь, что необходимо куда-то бежать и разрушить все эти отношения. Он этого не хочет, сразу говорю, да, то есть будет попытка, например, взять паузу, вот что-то вроде этого, да, то есть, но здесь уже будет зависеть от вас, сможете ли вы, скажем так, ну, убедить его, сказать ему, что, слушай, ну, все же как бы хорошо, чего ты боишься, как бы не стоит на него совершенно давить еще так же, да, хочу заметить, потому что он попросту может испугаться, и вот этот комплекс он возьмет, действительно может взять верх и попросту, ну, уничтожить те наработки, которые у вас есть сейчас, скажем так. На самом деле мужчина добрый, да, он просто очень одинокий и забитый человек, которому необходимо действительно помочь. И здесь, ну, в ближайшем будущем ожидайте, конечно, паузу с его стороны, да, но эту паузу можно до нее не доводить с помощью вас, с помощью ваших слов, да, если вы убедите, либо просто выждать время, потому что отношения не заканчиваются, сразу говорю, да, но пауза, она может как бы наступить. Совет. Ну, совет прост, на самом деле. Знаете, здесь данному мужчине необходимо показать, что, вернее, сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно, понимаете, рядом с вами. Не в смысле за ним ухаживать, да, прислуживать ему, нет, это ему не нужно, а имеется в виду душевно, да, чтобы он понял, что вы ему не враг, что вы ему друг, да, что вы его понимаете, что вы его выслушаете прежде всего, что вы действительно любящий его как бы человек, понимаете. То есть здесь для него это самое важное, и по совету, чтобы ваша любовь, скажем так, продолжилась, и причем действительно продолжилась с новой, скажем так, силой, чтобы отношения переросли в более серьезный этап, здесь необходима именно ваша поддержка, ваши теплые слова и просто, знаете, быть с этим мужчиной, понимаете, потому что он действительно очень одинок, и прошлое у него было достаточно сложное, понимаете, достаточно сложное прошлое было, и с вашей помощью, знаете, ваши отношения могут перейти действительно на новый уровень, только если вы будете поддерживать данного мужчину. А так, как вы могли заметить, мужчина-то у вас совершенно неплохой, добрый, щедрый, да, просто потерялся. И вы найти его как бы сможете, действительно, при всем вашем желании. Ну, а мы давайте переходить к двоечкам. Сейчас мы это уберем. Так. Двоечки, смотрим вас. Сигнификацию. Так, ну здесь, знаете, мужчина-манипулятор, мужчина, который умеет пользоваться ситуацией, людьми, да, знаете, есть у него талант, да, слушать свою интуицию, чувствует прямо вещи, чувствует, как нужно сделать, от чего стоит отказаться, да, то есть здесь мужчина действительно
понимает, что ему нужно и как это сделать. При этом, знаете, есть в нем такая вот теневая агрессивная черта, которую он сам побаивается, которая вылазит знаете, в такие сложные периоды жизни. У него их достаточно много как бы было, но все он преодолел, да, именно благодаря этой теневой черте. И здесь, знаете, такая еще ситуация про отношения, можно сказать, сразу в сигнификации выходит, что он, знаете, может вести себя как-то агрессивно, да, причем после агрессии, после, например, сказанных плохих слов, после ора, да, может быть до легкого, знаете, такого, ну, не знаю, насколько легкого это можно назвать, да, рукоприкладства, да, там как-то по башке ударить, вот что-то вроде этого, понимаете, не сильно избить, скажем так, да, но это все равно как бы рукоприкладство, поэтому здесь мужчина может себе это позволять, да, и при этом потом идет манипулирование, что а как, я этого не делал, что-то это был там легкий какой-то там толчок и прочее, прочее. Но на самом деле так он показывает как бы свою власть, да, и в принципе наслаждается вот такими моментами. То есть здесь присутствует черта, знаете, такого садиста, можно так сказать, который кайфует действительно от боли другого человека, да, который сам ее любит причинять. И здесь вот именно про данного мужчину. Так, давайте посмотрим, что же он думает, да, об этих отношениях. Все в страсти, ведет себя, опять же, очень агрессивно, полностью желает вас обеспечивать, полностью готов это сделать, у него есть и деньги, и все на свете. Да, то есть здесь он думает, знаете, что, во-первых, патриархат, он глава семьи, да, будущий, по крайней мере. И здесь глава он в отношениях, он за все как бы платит, и поэтому ему должны прислуживать. То есть здесь мужчина именно такого порядка. И считает об отношениях, конечно, именно на таком уровне. При этом считает, что имеет право требовать от вас абсолютно что угодно, в сексуальном плане, да, то есть не будет терпеть отказа, не будет терпеть вообще ничего, если он желает, необходимо ему как бы все это организовать, да, то есть здесь на самом деле мужчина что-то наподобие, ну, я бы сказал, тирана, да, который действительно не особо любит слушать другого человека, что ему нужно, да, все должно доставаться только ему, он считает, он это заслужил, а взамен дает, конечно, ну, денежки, да, то есть денежки он дает, сколько бы не попросили. На это он, конечно, готов. Но плата за то, что он дает деньги, иногда может быть действительно очень высока. Что по чувствам? Знаете, для него чувство — это только секс. Он по-другому это не воспринимает. Для него действительно нет чего-то такого духовного. А для него в большей степени это, знаете, ну вот физический контакт, понимаете, вот другого действительно просто нет. Все чувственные версии он просто обрубает, да, если там начнете с ним говорить о чем-то таком чувственном, он этого даже не поймет, он скажет, что зачем это, вон, пошли как бы сексом займемся, и все само пройдет, да, то есть человек — это просто химический процесс, и на этом как бы все, понимаете, то есть здесь эта тема будет закрываться. Собственно, все его чувства складываются именно из этого, понимаете, именно из физической вот такой активности, да, выражусь именно так, потому что по-другому он этот мир совершенно не видит. Но есть положительная черта, с вами как бы он хочет действительно много этой физической части, да, то есть можно, наверное, назвать, что это его вот прям чувство, да, но как бы на самом деле это нечто другое. Так, что же он показывает, да? Какая демонстрация идет? В деньгах делает вас царицей, королевой, да, вещи покупает, в отпуск возит, да, то есть здесь все действительно идет по схеме
как будто вы его прислуга, понимаете. При этом очень частые ссоры, да, очень часто на вас кричит, очень часто рукоприкладство вижу, да, то есть, если честно, уже вы измотаны, понимаете. Здесь прямо, ну, такая вот, знаете, падший человек, скажем так, от битв, понимаете. То есть, да, как бы деньги есть, да, отдых как бы есть, но нет любви, понимаете. Вот все есть, кроме действительно чувств у вас, понимаете, к этому мужчине, да, и в принципе в отношениях. И здесь такое ощущение, вы очень сильно запутались, вы не знаете уже, как выйти из этой ситуации. Вижу, вы с ним достаточно давно, да, и вы уже как-то вроде бы привыкли, но хочется совершенно другого, да, вы хотите себя чувствовать действительно любимой, ощущать, да, и вам просто надоело, что данный мужчина постоянно распускает руки и чувствует себя вот прям настолько главным, да, и его никто, такое ощущение, не может остановить. То есть здесь ситуация на самом деле довольно довольно тяжелая, понимаете. И здесь мужчина, ну, попросту ведет себя всегда таким образом. Манипулятор, да, деньги дает, такое ощущение, он вас покупает, да, и как бы пользуется. Собственно, к сожалению, это именно вот такие отношения. Так, подводные камни посмотрим, что не видно в этих отношениях. Ну, видите, вы почему-то отказались видеть, что образовалась такая созависимость, да, привыкли вы уже к такой жизни, именно материальной, и вы не готовы от нее отказываться, но при этом вы понимаете, что еще чуть-чуть, и у вас у самой случится срыв. Да, потому что чувственная сторона, она должна быть в отношениях. Но здесь ее совершенно нет, понимаете, то есть еще вот-вот, и ваш как бы сосуд, он опустеет, понимаете, он действительно станет пустым, и попросту все ваши чувства, все ваши эмоции, вся ваша жизненная энергия, она просто уйдет данному мужчине, и вы останетесь одна наедине просто с собой. Это на самом деле очень плохо, очень сложно, да, и здесь вам прежде всего нужно будет все-таки снять розовые очки, да, снять, действительно постараться то ощущение вот этих вот денег, да, что у вас все есть, и сделать выбор по поводу именно себя самой, понимаете, вот так вот могу выразиться, потому что такое ощущение, что вы забыли, что можете быть любимой, и что есть другая как бы жизнь, и что есть жизнь без вот этой агрессии, без вот этого рукоприкладства, без манипуляций, да, то есть просто такое ощущение, вы еще боитесь уйти от этого мужчины, да, то есть здесь действительно смысл идет именно такой. Так, давайте посмотрим ближайшее будущее. Ну, видите, все в этом сексе, все в этих каких-то интим-услугах, скажем так, да, данному мужчине, потому что огромная ноша на вас, вы уже устали, он очень будет требователен, да, он постоянно будет требовать одно и то же, да, и по сути это как цикл, да, как такой круг, который просто не перестает быть, да, вы из него не можете вырваться, да, то есть хотите глубоко в душе, но понимаете, что тяжело отказаться от материальной части этой жизни, и как бы остаетесь с этим мужчиной. То есть здесь в ближайшее будущее вас ждет ровно одно и то же, то, что было у вас всегда. Сплошная рутина с этим мужчиной, с его издевками, с его ором, с его потребностями, да, то есть для вас это действительно тяжело, и вы уже просто будете чувствовать себя, извините, так выражусь, как кусок мяса. То есть здесь говорю как есть, да, без всяких прикрас, очень такая вот тяжелая ситуация. Совет. Еще вытащим. Знаете, по совету, добром это, конечно, не закончится. Знаете, есть большой риск того, что
в будущем, опять же, у вас может произойти срыв. Да, он действительно произойдет, и это не понравится данному мужчине, и он захочет вас просто убрать из своей жизни. Безусловно, отношения закончатся тогда полностью, но вы будете полностью опустошены, вы будете чувствовать себя отвратительно, да, и здесь, знаете, такое вот предупреждение, совет. Может быть, стоит вам самой сейчас уйти, да, то есть здесь стоит подумать вам, может быть, деньги, которые вы получаете, они, не так уж и нужны, да, может быть, ваше здоровье нервное, оно гораздо ценнее, да, ваше психическое состояние. Может быть, важнее любовь, чувства, да, от человека, нежели материальные какие-то блага, да. Здесь вам предстоит очень сильный такой выбор, да, который, опять же, только на вас идет, да, никто его за вас не примет, да. То есть, но здесь есть предупреждение. Если дотянете до срыва, да, мужчина вас с очень большой вероятностью кинет, избавится, да, и вы останетесь совсем одна. Чтобы избежать вот этой потери, да, особенно через столько много времени, когда вы с этим мужчиной, подумайте, может быть, стоит действительно подумать о себе прежде, да, а не об этом мужчине, и не об этих отношениях. И все-таки, может быть, стоит поискать действительно любовь в этом мире, да, и мужчину, который будет давать вам чувства прежде всего, да, а не только, скажем так, деньги. Понимаете, то есть здесь, пожалуйста, подумайте, потому что предупреждение очень сильное. Вы можете действительно, знаете, побывать в состоянии, когда потребуется помощь специалиста, да, там, психиатра, наподобие именно такого, да, специалиста, и данный период может оказаться очень тяжелым. Поэтому подумайте, да, вам нужно собрать последние силы, да, и принять все-таки решение. И, знаете, по совету оно не должно быть в пользу данного мужчины. Поэтому, двоечки, как бы держу за вас кулачки, да, вы подумайте, пожалуйста, об этой всей ситуации, об этих своих отношениях, да, и примите действительно стоящий выбор, который будет именно для вас, да, понимаете, то, что вы чувствуете. Да, возьмите паузу и просто подумайте и примите бесповоротное решение, да, и тогда жизнь, вы сами увидите, как повернется. Ну, у меня на этом все. Надеюсь, советы вам обязательно помогут, да, двоечки, еще раз говорю, подумайте. А так, подписывайтесь на канал, буду всем очень сильно рад, пишите комментарии, да, ставьте лайки, не забывайте, что я есть в других соцсетях, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.